Всем привет! Я продолжаю свой видеоряд фалопластики. Сегодня я расскажу вам про чувствительность. Мы с вами в предыдущих видео говорили, точнее, я вам рассказывал, а вы меня слушали и писали комментарии о том, что бывает формируют фалос из руки или из ноги, и потом вставляют или сразу уже вкручивают новую уретру. Но я еще ни разу не рассказывал, что же происходит с клитором. Клитор, точно так же, как и при метоидиопластике, освобождается. Его связки немного подрезаются или отрезаются какие-то, и он приподнимается, и таким образом он немного длиннее. Дальше, в зависимости от хирурга и ваших предпочтений, и о том, как вы с ним договоритесь, или, может быть, ваш хирург не дает с собой договариваться, а делает именно так, как он всегда делает, поэтому всегда информируйтесь, пожалуйста. Так вот, клитор, в зависимости от процедуры, либо остается снаружи вашего нового фалоса, либо он попадает вовнутрь, его вшивают вовнутрь. Вот ваш клитор, его вшивают вовнутрь и соединяют его нерв с нервом, который пришел с вашим фалосом из руки или откуда-то еще. У самого клитора, в частности, в Германии, рассказываю про Германию, потому что лучше знаю, соскабливается какая-то внешняя часть, для того, чтобы он был более чувствительным, потому что его ведь одевают в новый рукав фалоса. Вот. Я знаю, что не каждый хирург соединяет нерв с клитором, но какие-то соединяют, и это важно учитывать, когда вы разговариваете с хирургом. Сделайте себе список вопросов, который вы хотите задать. Я бы этот вопрос обязательно задал на вашем месте. Значит, какой-то нерв подсоединяется к клитору, какой-то нерв, или, может быть, тот же самый нерв, если у вас взяли только один. Я так понимаю, что берут вообще-то один, может быть, его соединяют, разные его концы. Если вы знаете, пожалуйста, пишите в комментариях, поправьте меня, если я сейчас неправильно говорю. Но я это так понимаю. Берется один нерв, и его соединяют с клитором, и его же соединяют с нервом вашей, из паха. Поэтому, кстати, часто после фалопластики еще в паховой области большой шов получается, потому что они должны вот этот нерв найти и к нему соединить. Тот нерв, который был из руки или из спины, или из ноги, еще откуда, или из низа живота. Зачем это делают? Второе вот это соединение, это делают для того, чтобы ваш новый фалос имел чувствительность снаружи при прикосновении. Просто чисто вот эту чувствительность прикосновения. Давление, холод, тепло, не знаю, прикосновение. Как если после мастектомии, если у вас она уже была, вы чувствуете, что у вас как будто бы кожа онемела, но прикосновение вы чувствуете. Потому что там есть какие-то нервные окончания, которые еще, вот это именно конкретно называется защитное ощущение кожи. Не знаю, так ли оно называется, я сейчас с немецкого просто перевел. Вот, но это не эротическое чувство, а эротическое чувство у вас будет от того, что нерв клитора соединен с нервом из этой новой кожи, которую вам использовали для фалоса. Какова будет чувствительность? Я в одном из предыдущих видео этого видеоряда говорил, что самая основная чувствительность будет именно у основания члена, потому что там клитор. Но я спешу поправиться, или исправиться, поправиться. Я узнал недавно, что в зависимости от человека, анатомии, заживления, процесса и операции и всего остального, чувствительность все же может быть разная. У основания она будет, потому что там клитор, но она может быть и дальше, и даже у некоторых у головки есть хорошая, очень сильная даже чувствительность, потому что от самого клитора, который пытается немножечко вытянуть, удлинить, не все хирурги, но в Америке, я знаю, пытаются, он свои нервные окончания как бы посылает дальше, они растут, и, например, в середине почему-то меньше чувствительность, а у головки почему-то больше. Но другие трансгендерные парни говорят, что нет, у них
действительно чувствительность осталась только у основания, все остальное вообще ничего не чувствует, или чувствует совсем немножко, а со временем больше и больше. Поэтому насчет чувствительности это такая тема, где нельзя просто так взять и сказать поголовно, у всех будет вот так. Но что можно сказать наверняка, это то, что со временем становится лучше. В отличие от того, что клитор можно, так сказать, закопать в вашем новом члене, его можно оставить также снаружи. И это тоже известная практика. Его оставляют либо под самим членом, фалос, клитор, либо где-то сбоку. Насчет сверху сомневаюсь, думаю, что нет, потому что он как бы анатомически на самом деле и находится немножко ниже, чем у цисгендерных мужчин находится член и куда, соответственно, фалопластику делают. Почему некоторые транс-парни предпочитают такой исход? Потому что они боятся потерять чувствительность. Они хотят, чтобы вот, они знают, как ощущается у них клитор, и они хотят, чтобы он оставил, чтобы его чувствительность осталась там, где она есть, и такая, какая она есть. Каждый должен сам для себя это решение принять. Я еще не слышал ни об одном случае. Я слышал, что вроде бы где-то был случай, что чувствительность вообще потерялась. Очень трагичная вещь, конечно. Но это блогер рассказал, эта информация не из первых рук, и у него эта информация была не из первых рук. Но, тем не менее, я это упоминаю, потому что есть эта вероятность, но она вроде бы очень-очень маленькая, примерно настолько же маленькая, как при любой операции можно, например, умереть. Может быть, чуть-чуть больше, не знаю. Никто не дает никаких гарантий никогда. И вы подписываете огромнейшие, толстеннейшие контракты с клиниками, в которых расписаны побочные действия, либо какие-то осложнения возможные во время и после операций. Да, это так. Но тем не менее, оставайтесь позитивными, верьте в свое тело, верьте в своего хирурга, которого вы выбрали, и мы все будем надеяться, что все у вас будет хорошо. И спасибо вам за внимание, и задавайте вопросы. До следующего раза.